Привет, друзья! Вот смотрите, что я приобрел на Алиэкспресс под Новый год. Нет, шучу, такие девайсы на Али не продаются. Это есть фекальный насос WQD C1310 2.5. Обошелся насос в комплекте со шлангом 20 метров в 4400 гривен. По сегодняшнему курсу будет $110. Сейчас коротко пройдемся по характеристикам и дальше посмотрим, как это чудо работает. Итак, насос оснащен ножом для перемалывания крупных частиц. Предназначен для откачки воды в бытовых канализационных стоках. Может использоваться в болотах для подачи воды, очистки колодцев или бассейнов. Основные характеристики насоса. Мощность 2,5 кВт. Максимальный напор 10 метров. Максимальная пропускная способность 13 кубометров в час или 217 литров в минуту. Выходной патрубок 2 дюйма или 50 мм. Весит насос около 15 кг. Из хорошего, насос имеет нижнюю платформу, а не ножки. Платформа защищает от попадения гравия, металлических элементов, мелких камней и других элементов, которые могут испортить нож. Нож из-за платформы показать на видео не получится, плохо видно. Шланг это считается по прочности один из лучших. Взял 20 метров, так как у меня 10 есть. Добавлю до этого и хватит. Да, шланг с виду не тот, который у меня старый, совдеповский, этот будет потоньше, зато полегче, но с виду вполне достаточно приемлемое качество. Еще в комплекте положили металлический хомут, это хорошо, ну и инструкции. Для чего нужен поплавок? Поплавковый механизм защищает насос от работы в сухой среде. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, тем самым выключая насос. Сетевой кабель довольно-таки толстый, присутствует маркировка. Кто понимает, пожалуйста, смотрите. Длина кабеля около 6-7 метров. Подсоединяю шланг хомутом, который шел в комплекте. И еще пройдусь по конструктивному. Корпус насоса из чугуна. Рабочее колесо открытого типа из чугуна. Работа в автоматическом режиме. Двигатель со встроенной тепловой защитой. Охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью. Обмотка статора двигателя алюминиевый. Минимальный уровень осушки 150 мм, хотя через поплавок вряд ли получится, если только его не зафиксировать. Максимальный размер частиц 20 мм, гарантийный срок 3 года. Шланг обязательно не переплетать, уложить нужно хорошо, так как под давлением жидкость блокируется. Дополнительно соединяю еще свой старый пожарный шланг. Переходником будет кусок трубы 50-ка. Сейчас хомута металлического в наличии нет, но думаю, капроновая стяжка пойдет, при том, что это уже в конце. Здесь давления как такового нет. Мой старый шланг немножко диаметра побольше, но это даже хорошо. Ну что ж, привязал к насосу шнур к палке и опускаю насос почти на самое дно ямы. Почему таки не на дно, а потому что у меня на дне насыпалась щебня. Для интереса попробую насос подключить через ваттметр. Заодно и посмотрим, с какой нагрузкой работает насос. Итак, сейчас первый запуск. Ну что ж, все работает и довольно тихо работает, хотя с чем сравнить, если у меня подобных насосов еще не было. Что показывает ваттметр? Подъем из ямы 2 метра и остальная длина шланга 28 метров. Прибор показывает 850 Вт. Я так понимаю, работает не напрягаясь. Пойду посмотрю по шланге, что на выходе. А пока будем смотреть, для вас есть маленькая просьба. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно исправьте это, чтобы ничего не пропускать. Ну что ж, на выходе очень сильного напора нет, но течет как бы неплохо. Посмотрим, за какое время насос выкачает жидкость из ямы. Бак, уйди.
Размер ямы. Глубина 2 метра, а ширина 2 на 2. Прошло времени чуть больше 10 минут и вижу, поплавок уже лежит. Сейчас должно сработать выключение насоса. Я думаю, на свой риск поплавок можно немножко подвязать, но при этом обязательно нужно процесс контролировать. Хотя не знаю, не будет ли нагреваться насос, если он при работе наполовину будет торчать из воды. Возможно, кто из спецов знает, напишите, будет интересно узнать ваше мнение. За одну чистку этой сточной ямы я раньше платил $20. Через месяц она у меня снова полная, хотя до этого за 10 лет только один раз чистил. Или нора появилась, или что, я не понимаю, потому что водой пользуюсь очень-очень мало. Так что если посчитать, насос отработает на себя уже после 6-й чистки. Немножко терпения. Автоматика сработала. Подведя итоги, что можно сказать? В целом, насос хорошо и быстро своей работой справился. Прибор показал всего 14 минут. И если смотреть по объему ямы, это примерно 3 куба, может чуть больше. Схавало всего 207 Вт. По наших сегодняшних тарифах 34 копейки. Ну, как-то так. Если видео для вас было полезным, ставим лайки, делимся в соцсетях с друзьями. Вы были на канале Чудо Обзор. На этом точка. Всем пока.